Друзья, всем привет! У нас последние пару месяцев выдались достаточно бедными на ремонтно-строительные события, поэтому мы решили записать для вас видео и показать свое арендное жилье. Квартира, которую мы снимаем, она не совсем простая, потому что находится в каменице, которой в прошлом году исполнилось ровно 100 лет, и окна этой каменицы выходят вот на такой изумительный костел. Причем вид из окна нашей спальни открывается ровно на этот же костел. И в конце этого видео я вам это еще обязательно покажу. Из интересных фактов еще можно упомянуть то, что этот дом находился на территории Краковского гетто во времена Второй мировой войны и был его частью. Также здесь проживал известный режиссер Роман Поланский. Кстати, мы недавно посмотрели его фильм. Я сейчас не вспомню название этого фильма, но он про Мазурские озера. Очень классный, добрый такой фильм, я всем рекомендую. Правда, не помню название, поэтому если вдруг вы не нагуглите и вам будет интересно, напишите, мы обязательно вам подскажем. Ну а сейчас предлагаю зайти в подъезд и посмотреть, что там происходит внутри. Ну, смотрите, вот так вот нас встречает дом, которому на самом деле уже даже больше 100 лет, наверное, 101 год исполнится вскоре. Есть такой вот внутренний дворик. Кстати, есть балконы сверху, на которых вот так вот мило можно просушить свое постельное белье. Вернемся обратно. На самом деле подъезд выглядит достаточно маргинально, на мой взгляд. Мне кажется, что это вообще, может быть, даже худший подъезд из всех, что мне доводилось видеть в Кракове. Видите, здесь можно наблюдать такую деревянную, натурально деревянную лестницу. Мы впервые, когда пришли на просмотр этой квартиры, были так впечатлены, конечно, увиденным при входе. Но в целом, потом, посмотрев квартиру, успокоились. Хоть он и раздолбанный немного такой, но что-то в нем есть. Ну, сейчас зайдем в квартиру с вами. Начнем по порядку. Значит, вот это входная дверь. Я сейчас с широкого угла покажу так вот всю комнату. Мы сейчас в гостиной с вами находимся, совмещенной с кухней. Как это выглядит, и вернусь обратно к двери. То есть вот, заходя в дверь, мы попадаем вот в такое пространство. Значит, здесь у нас есть стол, барная, точнее, стойка такая с 4 стульями. Есть диван раскладывающийся, что, кстати, редкость для съемных квартир, мне кажется. Хороший телевизор большой, нам, кстати, отлично хватает этого размера. И кухня, собственно. Вот такая кухня. Сейчас я переключусь уже в обычный формат и дальше посмотрим с вами на детали. Сразу, наверное, из такого главного нюанса, вообще, который в этой квартире я бы хотел подсветить, это вид из окна. А вид из окна у нас здесь вот на такой балкончик и двор. То есть это внутренний двор-колодец. Света здесь, особенно зимой, сильно не хватает. И хуже всего то, что получается вот этот балкончик, который мы сейчас с вами видим, это не просто балкончик, а это своего рода внешний общий коридор. То есть там дальше есть 2 квартиры, дальше по коридору, в которые люди каждый день туда и обратно ходят, к себе домой. По сути, прямо под нашими окнами. И, конечно, это немножко лишает нас какой-то приватности. Но решение есть. Значит, вот такие штуки. Поднимаем. В вечернее время, когда в квартире светло, точнее, когда в квартире светит свет, мы их поднимаем, потому что очень хорошо все снаружи видно. Днем, в принципе, вот этих вот таких, не знаю, как это называется, но вот этого ограждения нам хватает для того, чтобы снаружи ничего не было видно. Да, кстати, потолки в этой квартире очень высокие, здесь, я не знаю сколько, по ощущениям, наверное, где-то 3,5 метра, вот что-то такое. Можно увидеть, вот по кухне хорошо видно, да, что вот это, мне кажется, примерно такая стандартная высота, нет, вот где-то выше, вот там по ящикам, светлым ящикам, да, вот это стандартная высота квартиры, а вот это то, что мы имеем как дополнительную высоту здесь.
В общем, удобно, кстати, когда у тебя есть так много ящиков в квартире, потому что здесь нет каких-то отдельных мест для хранения, камурки так называемой. И все ненужное, то, чем мы редко пользуемся, очень удобно вот в этих верхних ящиках хранить. В общем, такая высокая квартира добавляет классное место для хранения, и за этими вещами не надо никуда ходить, там, в подвал или еще чего-нибудь такого. В общем, прикольно. Что еще вам здесь показать? Ну смотрите, здесь есть на стенах такая, не знаю, лепнина это можно назвать? Нет, наверное. Ну, в общем, такая декоративная история. Ну, в этом интерьере она мне скорее нравится, чем нет. Но, конечно, в своей квартире я бы такое, наверное, не стал делать. Но, в общем, здесь, мне кажется, смотрится хорошо, добавляет какого-то разнообразия этой стене. Было бы грустно, наверное, если бы она была просто серая. Так, что еще здесь есть? Из мебели, кстати, все, что вы здесь видите, все здесь было. Хорошая квартира, на самом деле. Нам хозяйка сказала, что она ее для себя как бы делала, и на самом деле это видно, потому что каких-то таких, ну, откровенно дешевых вещей, которые обычно в съемных квартирах из Икеи бывают, здесь я не увидел. Здесь, ну, все как бы такое достаточно добротное, даже сантехника, там повсюду Гроя, посудомойка Bosch, хорошая там варочная панель. В общем, видно, что квартиру делали как будто бы для себя, действительно. Такой вот цвет тут достаточно необычный. Ну, по-моему, выглядит тоже в этом интерьере логично как-то выглядит. Здесь есть такие прикольные выключатели. Они нравятся мне, как они выглядят. Вот по всей квартире сейчас еще здесь покажу. И розетки тоже в таком стиле исполнены. Вот. Выглядит красиво, но в некоторых местах они уже так немножко разваливаются. Вот здесь вот видно тоже немного уже отходит как бы это, ну вот лицевая панель от основной части выключателя, такое все болтающееся. В общем, по качеству как бы есть некоторые вопросы к этим выключателям. Да, еще что хотел рассказать по поводу двери. В общем, смотрите, здесь такая деревянная дверь, но главная проблема этой двери, то что эта дверь прям холодная. Из нее дует изо всех щелей, потому что здесь вот так вот она выглядит как бы... Ну, в общем, нет тут каких-то... Там я добавил, конечно, уплотнителей сам, но в целом все равно этого недостаточно. С хорошей квартирной дверью, которая сейчас стоит в современных жилых комплексах, это не сравнится. Даже вот здесь вот можно посмотреть, я добавлял там какого-то немного уплотнителя, чтобы как-то утеплиться, потому что, ну, в зимнее время тепло уходит достаточно интенсивно. Еще, что интересно, можно рассказать, здесь батарея, отопление, здесь все газовое, то есть у нас стоит, ну и, наверное, можно пойти тогда уже в спальню, точнее не в спальню, а в ванную, и показать тот самый котел. Значит, вот такая ванна. На мгновение опять покажем широким углом. Вот так выглядит ванна. Да, и здесь скрыт тот самый газовый котел, которым мы эту квартиру топим. В месяц получается, самый холодный месяц что-то около 150 злотых на 55 квадратов. Это, кстати, да, квартира 55 квадратов. Это вместе с подогревом горячей воды. То есть, на мой взгляд, как будто бы не сильно дорого. Такой свет фантазийный немножко, прикольный светильник. Не видел таких раньше нигде. Высокий, хороший полотенцесушитель, которого нам хватает с лихвой. Ну вот душевая кабина такая. Тоже большая, просторная, классная. Как я говорил, сантехника Гроя. Работает все хорошо. Живем уже тут в этой квартире около года. Вообще никаких проблем до сих пор с сантехникой у нас не возникало. Да, стиралка спрятана, кстати, вот здесь. Стиралка здесь закрыта в этой квартире. Вот можно увидеть. Но мы часто оставляем ее открытой после стирки, чтобы она подсыхала. Поэтому получается, что вот этот шкаф у нас часто в ванной вот в таком виде остается. Ну, не очень как бы хорошо. Кстати, что касается мебели, здесь повсюду тоже стоит фурнитура хорошая, блюмы. Вот, так вот раздвигаются, выдвигаются все эти вещи. В общем, повторюсь, что видно, что квартиру как будто бы делали для себя, не пытались где-то экономить, откровенно во всяком случае. Масса всяких таких прикольных подсветочек вот тут есть. Можно подсветить здесь вот кухню. Можно сделать свет вот такой, который светит для готовки.
Ну, есть еще такая подсветка для телевизора. Мы сделали, добавляет уюта, когда хочешь посмотреть телевизор, особенно в вечернее время. Сейчас слабо видно. Это просто LED-ленту повесили сверху уже самостоятельно мы. Давайте двигаться дальше. Двери, кстати, межкомнатные двери здесь деревянные. Давайте приоткрою, покажу. Тоже такие очень высокие, массивные. Здесь вообще двойная дверь, вот так сделана. Опять же, из плюсов, наверное, экологично, внутри этого интерьера выглядит хорошо. Из минусов то, что они массивные, тяжелые. Вот здесь, например, петли уже не справляются, и при широком открытии иногда дверь так слышно чуть-чуть цепляет, то есть ее нужно было бы в идеале регулировать. Ну и плюс они, как бы двери боятся, конечно, каких-то столкновений с чем-то тяжелым, острым. Вот здесь вот можно увидеть, такие появляются мелкие неприятные вещи. Я стараюсь время от времени это все подмазывать, закрывать. Есть краска в цвет, но тем не менее. Это, кстати, от прошлых жильцов осталось. Это не мы навредили. Хозяйка у нас, кстати, девушка полька, живет сама не в Польше. Вообще отличная хозяйка, мы ей очень довольны, надеюсь, она нами тоже. Мы сейчас с вами попадаем в кабинет, так называемый. По сути, это проходная комната, вот можно увидеть, да? Это проходная комната между гостиной, кухней и спальней. Вот так вот выглядит этот кабинет. Здесь рабочее место у меня. Комната достаточно большая. Одна ее проблема, что здесь нету света, но, кстати, эту проблему они решили таким образом, что поставили в спальне. Получается, вы можете видеть, здесь дверь стоит стеклянная. Ну и получается, свет через вот это стекло проникает в кабинет. И в целом, когда летом на улице солнечно, особенно во второй половине дня, солнце светит в ту сторону, в окно, и получается в квартире достаточно светло. Точнее, в этой комнате, из которой мы только что пришли. О, Тома пришла поучаствовать в этом видео. Молодец, Тома. Давайте с этим светом останемся. Тома всем привет передает. Сфокусировались на собаке. Расфокусировались. Есть еще спальня. Возвращаемся на широкий угол. Показываем вам пошире спальню. В спальне очень много мест для хранения. То есть вот это, все сверху открывается. Здесь все открывается. Прикроватные тумбочки. Под кроватью есть место. Ну, то есть в этом плане вообще супер. У нас здесь все, что нам нужно. Мы все попрятали в шкафы. И места хватает более чем. Есть большое классное зеркало здесь во весь рост. Здесь для Машки есть зеркало, в котором она тоже там снимает свои всякие штуки. Такая безумная люстра немножко в каком-то кавказском стиле, как мне кажется. Да, кстати, по поводу освещения. Здесь в спальне тоже есть такой всякий прикольный свет, который можно включать по вечерам там, для чтения и все такое. Удобно. Вот с этой стороны покажу еще раз. Ну и, наверное, в самом конце осталось только показать главное преимущество этой квартиры. Это вот такой вот обалденный вид из окна. Мы когда ее снимали, кстати, на фотографиях почему-то, каким-то образом невероятным, они не добавили фотографии на OLX, ну, в объявлении фото из окна. Но мне кажется, что просто этот вид, он продает эту квартиру так, как не продает ее больше ничто. Вот то, что мы видим по утрам. И, конечно, вечером он тоже светится очень круто. Может, потом еще вечером добавлю кадр небольшой, покажу. В общем, красиво. Ну и теперь, наверное, давайте, глядя на костел, поговорим о том, сколько это стоило. Значит, за эту квартиру мы платим 4000 злотых в месяц. И надо понимать, что в эту цену еще включен чинш. Да? Чинш, как его там правильно. Получается, что как бы с учетом того, что на прошлой квартире мы платили за нее тоже там что-то в районе 3000 злотых, но у нас еще и чиншем сверху добавлялось там 500-600, порой даже и больше. Как бы мне кажется, что
с учетом этого не так уж и дорого, а скорее даже супер дешево для такой классной квартиры. Вот. Плюс ко всему, ну да, да, как бы мы дополнительно оплачиваем газ, то, о чем я говорил, в среднем получается что-то около 100 злотых, 100-150 в зависимости от месяца. В целом 4000 за квартиру с таким видом, вот с таким наполнением. Собака, кстати, это наша собака, это не было наполнением этой квартиры. Поэтому собаку не считаем за преимущество. Ну, что скажете? Как вам квартирка, в общем? Да. Ну и, наверное, про детали тогда какие-то я бы еще, может, хотел рассказать, раз уж обещал рассказать, что нам здесь нравится, что не нравится. В этой квартире есть теплые полы. В коридоре, вот он здесь включается и настраивается. Вот в этой части получается. И в ванной. Здесь же лежит еще паркетная доска. Очень классно, нам понравилось. После того, как мы пожили в этой квартире, мы решили, что мы и себе хотим паркетную доску. По ощущениям несравнимо с ламинатом, на наш взгляд, поэтому мы решили делать. Например, не нравится в этой квартире то, что есть вот такие еще какие-то нюансы именно ремонтные. То есть видно, что не очень аккуратно какие-то вещи были сделаны. Вот здесь можно увидеть, какие стыки такие, да, не очень ровные. Или вот здесь, например, да. Это даже не нюансы эксплуатации, это нюансы вот того, как было выполнено. То есть в таком виде эта квартира была сдана, потому что ремонт здесь был закончен совсем недавно. И таких вещей здесь много. Могу еще, кстати, показать еще одно, ну, из этой же серии. Такие косяки. Вот посмотрите, как неаккуратно, например, здесь сделаны стыки окна и ну, стены прилегающей. То есть там прям щель, оттуда даже чуть-чуть дует. Она темная, как бы никак это не вымывается. В общем, такие вот огрехи как бы именно ремонтных работ здесь присутствуют немало. Но в остальном квартира нам очень нравится. Да, и поэтому что скажете? Как вам стоимость, как вам квартира? Ну, наверное, на этом у нас все. Всем спасибо за внимание. Не переключайтесь. У нас вскоре приемка состоится квартиры. Возможно, человека, который будет помогать выискивать какие-то нюансы при сдаче квартиры. Возможно, там получится интересное видео. Ну и в целом покажем изнутри комплекс, дом, гараж, балкон и все остальное. Поэтому оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставьте лайки, сердца и до новых встреч. Тома, дай лапу. Пока всем, да.